на практиках на зверофермах, изучал, звероводство тоже изучал. Ответьте вот четко на вопрос, чем отличается работа собак в массивах с постоянным наличием волка? Мы сейчас расскажем, вот это интересный случай, когда охотился с нашими собаками волк. А потом впереди перед нами, может, 100-150 метров, ну рядом такой вот злайнул, как гончак, и такие матерый, провыл волк. А это волки выли, и он им ответил. Сосоничек молодой, небольшой такой плотный. Собаки работают волков. Снежок был уже тогда, и по снежку вышла эта стая. Помнишь, мы в Карелию приехали на медведя? И Да. был с Воронежа ребята, и была у них собака, там первый дипломник по медведю. Вел преследование порядка 3 часов. Почему сложно получить щенков от рабочих собак? Вы всю жизнь тянули к себе собак зверовых линий, а теперь собираетесь на мелочь охотиться с чем? Я никогда не слышал, что вы занимались охотой на пушнину. Как его звать? Олег Дмитроченко. Олег Дмитроченко. Лайку первую купил в 86 году, когда заканчивал учебу на охотоведа. Это, если вы не знаете, я вам скажу. Тогда мне отец мой, земля ему пухом, дал мне 400 рублей, чтобы я купил себе костюм, тройку. Тогда модно так было. Тогда при совдепе, чтобы ты был костюм, тройка, там все. Я поехал в Москве и купил 2 западно-сибирские лайки и эстонскую гончую. За 2 лаек я отдал по 120 рублей за лаек, купил кобеля и суку, и эстонскую гончую 100 рублей. Чтобы вы понимали, у моей матери была зарплата тогда в месяц 70 рублей. Вот был у меня такой босс, кобель, найда и туман, эстонская гончая. Вот. Так я вот с этим кобелем, босс был у меня, я добывал пушнину, начиная от белки он работал, до лося. Околоводных добывал, работал куницу, белку работал на первый диплом, утку работал, универсальный был кобель. Я, приехавший с Ямала, у себя там, перед учебой, там сколько-то было время, я пушнины наловил на 7 тысяч рублей тогда и поехал учиться. Я в совершенстве знаю весь... Жигули шестерка, сколько, 8 стоил? Да, весь капканный промысел. Потом, да, началось как бы охоты вот эти силовые, зверовые. Я ловил ее, потом прекратил. Сейчас, когда не стало кабана, и в лес приходишь, одни лоси, там есть на канале, каких мы лосей добываем, и трофейных, и... А собак, ребята, я смотрю, ну, если она достоверная и все родословное, даже на 50 лет назад. Раньше был основным дипломом, это диплом по белке, пушнина была у собаки. Это сейчас мы там медведи, кабаны и все остальное, последнее вот 20 лет, может, стали такие, особенно до 13 года, когда было кабана много, ну, все как бы хотели кабанятников. Вот, чтобы ловили злобные, сильные собаки, кабанятники. На сегодняшний день я знаю собак, которые, ну, как бы ближе к универсальным собакам, которые могут и работать. Я знаю, я с ними охотился неоднократно. Вот. Я поэтому попросил вот, Михаила Михайловича, у него была старая сука, Чика, это сестра Чикана, дочь Чики и Кучума, Миша там, короче, Украину давал лайку, эту суку дочку от Чики, и она там, лесник с ней занимался, он добывал там в Украине 28-30 куниц. Зная родословные, я от Чики и Пылая, который мог лося работать сутки, это вязкий кобель, кабана, это кому рассказать, такое анекдотичное, и никто не поверит,
что брали кабана, кабан уходил на дневку, и вечером они возвращались в кукурузу обратно с кабаном. Мгм. Но никто не знает, что они там делали, или лежали возле кабана, там на лёжке стерегли, или что. Ну, факт то, что приходили и работали. Хозяин приходил, и они ночью опять возвращались через сутки с кабаном обратно в кукурузу. С сикачом с этим. И я вот Мишу попросил, чтобы этим Пылаем повязал чип. Пылай сын Кучума. А Пылай, да, сын Кучума. А если кабан будет, я знаю, что эти собаки, ну, будут работать. Я взял себе кобеля, Тайфун. У меня кобель крепкий, хорошо сложен, очень хорошо одет, шуба на нем, шикарный кобель. И я их начал по норочке. Поставил капканы, показал норку, околоводных показал, потом начал по кунице, они нашли в прошлом году, он нашел, ему год был только в феврале. Он нашел куницу, по лайке сделал, я гляжу, помета много, я на следующий день взял капканы и думаю, поставлю, поймаю куницу, чтобы показать молодым собакам. Там еще западник был со мной. У меня на канале есть это видео, я там снимал. И я пришел, иду сдалека, они уже работает Тайфун. И этот западник, ему только в мае будет год. Ну, полгода ему там, с ним тоже. Там дупло такое, он, например, вчера сделал полайку, а я сегодня пришел, лежу, глаза светятся. Потом пригляделся, еще глаза. 4 глаза светятся, 2 куницы. Я поставил камеру вот на сошке, заткнул шапкой лаз в дупло, дупло. Ну и, короче, достал оттуда 2 самцов. Никто не верит, вот это самое, думают, я там это обманываю, говорит, один мне пишет, что по 2 куницы не ходит, это самое, только енота, видные собаки, типа, ну, в жизни всякое бывает. Многие мне пишут, что да, всякое бывало, но чтобы такого, чтобы 2 куницы в одном дупле сидели, ну, не было. Ну, у меня вот так получилось. Нашел этот кобель, и он обыскивает у меня очень хорошо, где выдра полазит, все, околоводные, все береговую линию, все четко. Я как бы чуть-чуть разбираюсь. У меня первые лайки были универсальные, работали и куницу, и белку, и утку, и норку я капканами ловил, и андатру ловил, и, ну, короче, занимался околоводными. Так что я все, весь промысел знаю. И еще я знаю товароведение пушно-мехового сырья. Такой я предмет изучал, товароведение. Когда работал в Угличах охотоведом, принимал пушнину от охотников, заключали договора в своем районе, в соседнем Большесельском районе, и возил, сдавал эту пушнину в Вологду на центральную пушно-меховую базу. Ее сортировал по сортам, по группам дефекта и все остальное. Это все пачки возил, сдавал. Так что в пушнине я разбираюсь, может, даже больше. Я знаю, как правильно сделать зарезы на любом звере, как правильно должна сниматься шкурка со зверя, как обезжиривать и все остальное. Первичную обработку полностью знаю. Был на практиках на зверофермах, изучал, звероводство тоже изучал. Так что я знаю. Так вот, я вам отвечаю на ваш вопрос. Я даже больше скажу. Я в 25 лет купил дом в Угличах, это самое, вот занимаясь охотой, за охоту, за пушнину, и мне платили рубль с килограмма по договору за отстрел кабана или же там лося, рубль. И я за 8,5 совдеповских рублей, когда я охотоведом получал 110, купил за 8 тысяч новенький дом себе. Говорят, что мои собаки возьмут там любого сикача. Зверь зверю рознь. Одно дело, когда у вас там кругом поля, маленький перелесочек, волка нету, покушал, болотинку зашел, так все лето ходит, питается, Да. салово. А если он приходит за 7 километров... Миша, так он даже ни разу как боксер на ринг не вышел. Да, у него не было спарринга. У него в детстве было спарринг только с лисицей, которая могла его схватить маленькая. И то он убежал к мамке или мамка отбила его. А волка нету, все. И как бы собак нету таких, знаешь, жестких зверей. Все, ему пофигу. У него дух есть природный, это самое, а навыков нету, понимаешь? А когда
тебя постоянно задницу рвут эти волки, и ты уже думаешь, как свою шкуру спасти, конечно, ты там будешь боец, и ты придешь со своими собаками, я говорю, 12 волков ходит стая, не могут рада ему дать, так? Уже 5 лет он ходит там, среди этих стай. Он так выйдет, ну-ка иди сюда, серый. Нет, не, нафиг, пойду я. Извини, перебью. Случай был на поле. Ходят два кабана, выходит волк. Один больше, один меньше. Наблюдаем. У Беляевки. Это раз они к меньшему. Окопаются, волки раз к меньшему. Меньше погоняя, они раз разбегутся опять. Это опять он ходит вдвоем копается. Это к большему даже не прикасаются. Это волки. Волки же не дураки. Опять 3 попытки не взяли, развернулись и пошли. Ну и нафиг. Мы лучше найдем. Помнишь, когда мы с тобой охотились, и ты добыл, как-то твоего рыжего звали? Баксик. Барсика волк поймал. Я говорю, беги, твоего собаку волк душит. Ты в затылок застрелил матера. Я по зубам определил, ему 7 или 8 лет было. Да. Помнишь? Ну мы еще расскажем случаи да. Охоты, вот, когда и волк. Но случаи достаточно интересные были, такие и редкие. Может, этого даже никто в жизни не был порезан кабанами столько лет. Собакам было... Ну мы это и рассказывали в прошлом видео. Да, рассказывали. Как себя ведут волки, как себя ведут собаки. На зверь зверю рознь. Даже если вы добыли там с этими собаками 20-30 сикачей, то это вовсе не значит, что 31-й не положит этих собак. Всегда найдется сильнейший, более... Вы начнете ездить в другие места, в разные условия, и там все будет совсем по-другому. Собаки-то ценны не те, которые в одном вольере всегда получают дипломы. А ценна собака, если вы уже так для себя хотите, там вот, вы кем повязать. Всегда обращайте внимание, где эти дипломы были получены. Если это 1-2 вольера, так эта собака уже там 150 раз видела этого зверя. Помнишь, мы в Карелию приехали на медведя? И Да. был с Воронежа ребята, и была у них собака, там первый дипломник по медведю. Но когда он увидел... 10 дипломов. 10 дипломов. Но когда он увидел вольного медведя, он залез под машину и спрятался, и не вылез. Они смеялись. Помнишь, они сами нам рассказывали это. А наши собаки, хотя жара была, мошка это еще было, взяли и мы добыли. Мы добыли, мы приехали, у нас 4 дня было охоты, мы все там разузнали, все быстренько разведали. За первый день. Мы с Михой переночевали первый день, на второй день добыли. Я говорю, вот так и так будем охотиться, и добыли. Так же? Добыли. Да. Все. Просто, если ты охотник, у тебя есть смекалка, наблюдательность, ты всегда сообразишь, как и даже у любую приехали, ну, мы же не в Карелии не охотились, эти сопки, эти лишайники, правильно, ну, мы так бы как бы знали, ну, поняли все, как охотник сообразили, озера, это все, где привада, как зверь ходит. Он раз ушел, второй, а потом мы на 3-й день пошли, нашли, куда медведь этот с Мишей уходит, закинули рюкзаки и пошли, все-таки нам стало интересно, куда уходит этот зверь. Мы нашли, куда, как он идет, то, что там озера, должны быть проходы, я говорю, и мы пошли, нашли это все. Когда вы приехали в тайгу, это огромные территории, сотни километров. Вам там нужны собаки поисковые, вязкие. Мы были на Кольском. Вот 3 лося, все 3 прошли одним и тем же местом. Так вот, я к чему хочу сказать. Когда у вас вязкие собаки, у вас есть GPS, вы можете эти места отследить. Вам необходимо просто попасть в это место, посмотреть, что там. Собак пустили. Если там проходит лось постоянно, и собаки проходят, это место 100% знает и медведь. И он там будет либо засаду делать, либо если он есть на этих сопках, он там все равно пройдет. Вы приехали, собак пустили, нужен хороший поиск и хорошая вязкость. Тогда да, он уйдет там где-то на сопке, поднимет и будет работать. Если ты знаешь лаз зверя, то можешь уехать и за 15 километров. Пусти, но он все равно придет сюда. Есть, например, болото верховое, где он может провалиться, утонуть.
а с левой стороны там же как? Справа болото, слева река. А между ними где-то узкий проход. И вот он куда пойдет? По реке он не поплывет, это нафиг ему плыть, если прижмут его, только поплывет. Ну да. И он пройдет узким проходом, как мы это все и тогда с тобой определили и нашли. Поэтому нужно ходить и знать угодья. А если вы будете ездить на машинке и гонять вот эти загончики, прогнали 200 метров, 500, гау-гау, зверь пробежал, еще пусть 500 за ним, за номера пробежали, и в машину. Супер, их не надо ждать. Но мы же не говорим о таких, которые гоняют эти загоны. Мы говорим о собаках, зверовых, с поиском, со злобой и вязкостью к зверю. Это жажда вот добыть, как у человека, если это охотник, вот добыть. Конечно, не жадность, не надо путать. Такие вот нужны собаки. Поэтому и говорим о поиске. Кто придумал, я не знаю. Но опять же такие вот сидят и сами себе придумывают про эти горячий, холодный поиск. Что такое вот горячий поиск, холодный поиск? Горячий холодный след, да. Да, собака есть, несколько часов зверь прошел, а ты идешь где-то, от тебя раз побежал, и собака услышала на слух его, ну, она же лучше слышит, даже там на 200-300 метров, что жух туда и пошла по следу, ну, горячий след, с лёжки поднялся или что это горячий, а поиск горячий, холодный, это бы что, какие-то придумывают сами себе это. Такое, ребята, вот придумали горячий холодный поиск. Не знают там слов, вот как наши деды говорили на охотах, там, ну вот волка хвоста говорим, они говорили полено там, у лисицы там труба, у тетерева лира хвост, да, у зайца цветок там, ну такие вот у них как-то, вот говорят, гончая побудила зверя там, понимаешь, набросили остров зверя. Ну, так красиво как-то у них все это было. Вот, особенно у гончих. Я раньше с детства гончими занимался, не было лайк. Я в 86-м только лайк. А то все с гончими на Таску бегал. Батя мой был коммуняка и сверхсрочно в Германии служил. И у старшего брата спрашивает, кем ты будешь? Буду, батя, военным летчиком. Ой, молодец, сынок, умница. А ты кем будешь, Володя? Я говорю, буду охотоведом. Он мне говорил, ой, дурак. Так вот, мой брат не стал военным летчиком, а я стал охотоведом, наверное, неплохим охотником, так как я много чего умею, да, в охотничьих. И да. вабить, и манить, и это самое, и все время повышаю. Пока еще живы опытные охотники, Да. набирайтесь опыта. И это самое, и все время я не говорю, что я там супер-пупер. Ответьте вот четко на вопрос, чем отличается работа собак в массивах с постоянным наличием волка? А чем отличается? Вот говорили про этого кабана жирного, когда его не гоняют, это Да. самое, он там отошел, ему особенно осенью тяжело бегать, он жирный, в воде полежал, где-то бегит, в копне, жир это чтобы остудить, залезет куда-то в болотину, в воду, как крокодил может даже, я наблюдал такое, затопится, вот только уши вот такое прячутся от собак, Я видел, особенно да. если как крокодил, только уши и его глаза, и пятак торчит, там оп, затапливается. Его не шугают, он собак, этого легко добыть. Но где стая ходит моя, этих лобатых, мы сейчас расскажем, вот это интересный случай, когда охотился с нашими собаками волк. Да, расскажем. Это рядом. Когда, мы же говорил, я вот там, наверное, поначалу, когда волк прессует постоянно, что кабан уходит через реки, старается постоянно скрыть следы свои, и чтобы уйти на лёжку. Даже заплывает на болота, где топило такое, и делает лёжки. Ну, я поначалу это говорил. Вот чем отличается. И кабан уже этот говорил, что молодняк весь уже отъеден, а остались здоровые, физически крепкие, агрессивные. Свиноматки эти вообще порвут это. Так свиноматки он по 200 килограмм такие ходят. Они порвут этого волка как тузик грелку. Они бегут уже за ним так, что этот серый улепетывает от них только так. Поэтому
Вот такие кабаны, которые постоянно дерутся за свою жизнь. Года 2 назад там одни приезжали, и еду вот в том месте, помнишь, как там мы с Волкой ехали, кабаны перешли, мы пустили собак. Да, да, да. И я иду, в том же месте кабаны перешли. Дальше проехал, гляжу назад, кабаны сюда, к Бакуму. Угу. Через дорогу опять, чуть выше только наверх поднялся. Летят обратно кабаны, табун полетел, свежак, во. Мы утром проезжали, не было этих следов. Я дальше туда, к Чернобровке, спускаюсь к речке. Они там по кругу сделали уже по Чернобровке и летят туда. Да я не пойму. Летят, знаешь, на махах, видно, что аж грязь вылетает. Это все. Раз на след, а за ними волки. Понимаешь, за стадом. И они вот туда, на речку, через эту речку, и видно, через, это как девица, на девицу туда, ползет. Пошли. Они сейчас в воду и туда на змейку. Расскажи случай, как охоть. Им вот может интересно охотникам будет послушать, как мы с тобой приехали на охоту. Да, я повесил на тебя ошейник, чтобы видеть где. То, что, ну, как бы ты хуже знаешь те места, а я как бы уже ориентируюсь, знаю те места. Ну, тоже там решил один угол обследовать, так как у самом конце района, в том угле, я не был. Но туда все время уходил, ну, под собак кабан. Я захотел посмотреть, что там за такие угодья, что кабан там прячется. И пошел влево, а ты пошел направо. Кобель поднимает кабанов, далековато, где-то почти под 2 километра. Сука пошла на помощь, ну, я и пошел туда. Вел преследование порядка 3 часов. Такой легенький снежок. Иду, пересекаю след, значит, стадо кабанов и след собаки. Дальше прохожу след один крупный кабана и второй поменьше. И 2 собаки. Спустился там такой ручей, поднимаюсь с этого ручья повыше, поднимаюсь, там подсад. С этого подсада выходит такой, ну, килограмм, наверное, 70-80. У него вся жопа вырвана, свинья здоровая, килограмм 200 охраняет. И кобель, сука ведут их. Смотрю, метров 10, с ними идет волк. Он не кусает, соблюдает дистанцию. Кабаны, вот собаки идут. А он идет 10 метров сзади. Только раз кабаны остановятся, эта свинья, хуп, шух, раз на этого, на волка кидается, хоп, подальше. Метров так за 15, за 20, чик. Все, станет. Не рискует, да? Он вообще не рискует. Собаки только тух-тух этого, она опять к собакам все отбила. И опять двигаются. Начинают во враг спускаться. А там такой прогалка, дорога какая-то такая, ну, заросшая была, видно, вдоль ручья. Старая лесная, да? Ну да, да. И этот как раз волк хлоп на эту дорогу выходит. А мне метров 70. И я так с пули складываюсь, такой тух, он подскакивает и ушел. Ну, ты вот. Влад сюда ударил, мы ехали. Дерево. Да, да, я следил. как раз ехали на охоту, рубил дерево, там сосна была повалена. Береза. Или береза, щепа тебе отлетела. Рубил, и щепа отлетела прямо мне в правый глаз. Он так сильно был распух, слезился. Но уже приехали, но не ехать же обратно. Вот такой вот был случай. Волк охотился. Да. Суку я на поводок и выхожу к машине. До машины там, наверное, километра там 4 было по прямой. И я и пошел. А кобеля на поводок не брал. Кобель уходит на то место, где поднял кабанов. Ну, там на том месте так минут 10. Не работает ничего. Но я иду, думаю, ну, сейчас придет. Он приходит. Я опять иду, он хлоп опять туда пошел. Я так постоял, подождал, и он назад вернулся. Ну, пришел, посадил их, и ты приходишь. Я в тебя ошейник повесил, чтобы видеть, где ты. Ну, я сделаю круг и к тебе потом. Думаю, так вот по кругу и пойду к тебе. Я иду, и где-то вот примерно в этом месте, как ты говоришь, где поднял кабанов ты. Я иду, это сучонка, что у меня было, это, ну, западница, помнишь, и чак. Они шух туда и пропали. И вот я гляжу там что-то на одном месте, а потом сука это, гляжу, резко бегит ко мне. И она прибежала, и там было лишь штабеля леса. Я залазил наверх
и чтобы, ну, найти тебя. А ты опустил у тебя Ну, там овраг такой. Не, ручей. овраг, и ты у тебя же был на этом, на рюкзаке ошейник. И ты, наверное, положил. И рюкзак, наверное, да, когда положил. снял, попал. И я не вижу тебя, понимаешь? Не вижу. Я вот так вот все. Пришла сука, легла возле ног и лежит. Никуда не двигается. Когда ты поднялся, уже начал к машине двигаться, я такой, тебе, наверное, по рации сказал, или что, ну, ты ответил. И я вышел на дорогу, там такая дорожка, и пошел. Я пришел, вот нашел задавленного этого Чака. Я снял ошейник, расстроился, короче, снял ошейник и пошел. Это самое. И ты потом за мной уже пришел. Вот и Чекан туда приходил, к Чаку. Да, он Чака нюхал. Да. Он приходил к Чаку, и вот тогда вот волки задавили собаку. А на следующий день мы с тобой приехали. Я говорю, иди на луг, а сам еще угол тот опять не задел. И мы пошли со Стаськом и взяли этого Реда, который сильно, вот как говорят, поисковый собака, но оказался совсем не поисковый. Вот. Идем, и я справа слышу, там другой район, речка течет, другой район. Я слышу такое, что это? Думаю, загон, что ли, идет там. Бляха, так думаю, не должно быть там никого. А потом впереди, перед нами, может, 100-150 метров, ну, рядом такой вот злайнул, как гончак, и такие матерый, провыл волк. А это волки выли, и он им ответил. И там такие были каналы пориты, и мостик, и снежок был уже тогда. И по снежку вышла эта стая. И одни волки пошли налево, а этот матерый пошел направо. И вот тут он перед нами провыл, потом твои собаки там заработали на лугу лосей, лоси перескочили с луга в массив. Нам нужен был лосенок добыть. Лицензия была, лосенка добыть. Работают собаки лосей. Лосиха 2 лосенка. Но я говорю, давай я стрельну, а ты говоришь, давай я. Ну я говорю, Да. стреляй. Да, я бах, и собаки уходят с лосями. Володя говорит, пошли проверим. Собаки быстро уходят, надо посмотреть. Если попал, то раненый мог отколоться. Приходим точно, оно так и есть. Собаки ушли. Один раненый, он откололся и пошел так левее, а собаки вправо. Я по этому следу прошел, наверное, там 2, может там больше километров, там где-то там кровинка. Все, вышел там на дорогу лесную, отметку там поставил. Да. Извини. Все, потом мы пошли. Извини. Вот видите, к чему. Если даже вы не в своем лесу, вы на GPS сделали отметку, и вы уже не потеряете след. Вы всегда к нему придете. Вот в чем преимущество еще GPS, ребята. Вы сделали отметку и пришли, потом объехали. Начинались такие сумерки. Да. Легкие. Конец, ну, день короткий. Мы забрали собак, заезжаем. И как раз вот подъехали, останавливаюсь, выпускаю суку кобеля. И пошел дальше по этому следу. Я буквально там метров 300 отошел, собаки заработали. Прибегаю, сосоничек молодой, небольшой такой плотный. Собаки работают волков. Один волк стоит метров 30, а второй метров 100. Второй стоит, наблюдает. Они работают. Один слева, другой справа. Стоит этот волк как бы на одного, на второго. И тут меня увидел, а я так вскинулся, он меня увидел только к земле, как его кто прожимает. Пошел по этому сосоннику. Ну, вел, стрельнул, но не попал. Там тяжело, поэтому по подсаду попасть. 2 дня подряд стрелял по волкам. А? С глазом 2 дня подряд Ну, стрелял да. и ни разу не попал. Да, вот. Собаки метров 800 их провели. Все, назад вернулись. Я потом еще там ходил, думал, ну, может, там где-то его зацепил. Нет. И ушли буквально километр, подняли там этого подранка. Все, я пришел, его добыл. Пока там разделывали, там эти волки там выли так, что такая серенада. Были. Ну, пресса нету охоты на волка. Ну, там и на него нельзя. И фактора беспокойства нету. И привыкли к этим бензопилам, к лесорубам, им пофигу. И они там вольготно себя ведут, и все, вот видите, за 2 дня вот волк охотился с собаками да. за кабаном, и тут
ушли, они уже на след наткнулись и пошли за лосем, за подранком. И собаки облаивают, они стоят уже пофиг. Сейчас мы вас, если бы где дальше был, могли бы и придушить, нечего делать. Могли бы. Такие вот дела. Так что много интересных случаев, ребят, конечно. Почему сложно получить щенков от рабочих собак? Ну расскажи, Миша, вот как ты думаешь, ты ведь тоже уже как бы не первый год ты Да, занимаешься. почему сложно получить от рабочих собак? Потому что, Я ребят, собаки отойду, воды выработанные, попью. Расскажи. травмированные. Они перемороженные, зачастую работы проходят в ледяной воде, бывает по несколько часов, бывает собаки остаются в ночь мороз, выходят как ледышки. И поэтому сколько у них там живет это семя, никто так не может сказать. Вот я, вот у меня кучум, суку я покупал и вязал черешом Сидоркевича. Вот это была одна единственная вязка, от которой получились у меня эти собаки, и уже, собственно, как бы дальше уже пошло. Вот. Ну, суть в том, что потом еще привозил, 2 раза вязал, но больше щенков не было. Щенков не было почему? Когда сдали семя его на анализ в Витебске, оказалось, что сперматозоиды там живут только 6 часов. Нужно именно попасть вот в такой момент, если вы там нашли какого-то рабочего кобеля, хотите вот получить, повязать там свою суку. Ну, вы уже настроились, потратили время, поговорите с владельцем кобеля, чтобы оставить эту суку, и пускай они стоят там, вяжутся, сколько они там будут вязаться. Все, потом там приедете, там через неделю заберете. Вот тогда у вас есть шанс получить щенков. А так, как бы, от рабочих собак получить их, поверьте, тяжело. Особенно, когда владелец там, не угадает, привозят там, начинают насиловать. Но если вы уже настроились, то либо уже идите до конца, так как надо это сделать, либо уже просто не связывайте. Да, многие не знают, это самое, сука потекла в течку, или рано, или поздно привозят. Да. Да, и есть же, кто это знает, это изучает этот вопрос, и как бы более подходит. И не каждый же заметит, у какой день она потекла. Да. Это самое. То работа, то еще это. А чтобы щенков получить, надо, вот на зверофермах пример приведу. Вот возьмем псовых, писа, к примеру. Самый плодовитый из псовых, кто у нас? Писец. Были случаи, что до 25 щенков рождалось у писцов. И на зверофермах что нужно? Чем больше поголовья родит самка щенков, тем лучше. И для этого что делается? Вот самка пошла в охоту и смотрит, там как разбухает эта петля, потом начинаются эти выделения кровавые, потом такие в виде белые, творожистые. И вот это созревание идет яйцеклетки. Берут мазок так называемых этих фолликул и через микроскоп смотрят, как созрели эти яйцеклетки. Если хорошо все созрето, подпускают писа. Самца писа. Самца писа. Подпускают и оплодотворяется. Это большая вероятность оплодотворения яйцеклеток сперматозоида. А у собаки же такая ерунда тоже. Вы привезли рано. Даже кобель сделал садку на суку, покрыл, сперматозоиды стоят, ждут, пока созреет яйцеклетка. Кто это изучал вопрос. И вот, когда только созреет яйцеклетка, сперматозоиды идут навстречу и оплодотворяются. А если яйцеклетка не созрела, определенно, либо они там живут мало. Да, и все, погибли сперматозоиды. Вроде бы и была садка, и все, а щенков нету. Как определить, делали собаки хватки по зверю или нет? Да. Да, вот работала пара. Как определить, собаки зверя останавливали хватками, либо нет?
Можете определить? Если кто может, пожалуйста, вот ответьте Интересно, на этот конечно, вопрос. послушать. Да, интересный вопрос, ребята. И это только могут ответить на этот вопрос те, кто И- охотится с собаками, Да. кто знает собак, правильно ответить, и кто наблюдательный Это, человек. да, я к тому, что вот в бригаде будет 5 собак, да будут зверя, как правило, все будут говорить, что если бы не мой, то Дело бы не было. да, дела бы не было. Поднял один, работал, потом добыли, и каждый будет кричать, это вот мой подключился, так вот, Остановил. да, остановился. Болевыми хватками. Есть еще один вопрос. Кабан. Висят 2 собаки. И стрелять вы не можете. Ты же говоришь, За- на чем за- висят, на дереве или на ушах? Ну, пускай там на ушах, кто где. как На бы, ну, жопе. да, стрелять вы не можете. И подойти вы сзади тоже не можете. Как его зарезать, чтобы он вас не укусил, не травмировал? Да, интересный вопрос. Кто тебе подсказал этот вопрос? Тоже ты учил, да. И еще можно один вопрос. Как можно, куда можно ударить ножом кабану, чтобы его быстро усыпить? Ну, то есть умертвить. Вот такой можно одним ударом ножа, если знаешь, куда бить, кабану любому. И есть такой у меня там Да, и лошадь фотка. так. Вот Туманский был, интересно, я рассказал, когда он, у меня ред был, кобель Сидоркевича, он отдавал кому, и там мне он достался уже старый. Не ред, таран. Таран, все правильно, таран, таран. И вот он, все собаки не пошли, он взял, он уже в возрасте был, наверное, 11 лет ему было. И он этого работал. И Туманский подъехал, своих шавок подпустил, там 2 таких рыжих здоровых. Ну и как бы, конечно, это его собаки все сделали. Хотя он ушел за 5 километров, там, и он приехал, работал. И он тоже стрелял там что-то картечью, и чуть опять же его кабан этот не сожрал, и он как бы убегал там. И приехал, говорит, кабан там живой. И я вот, Виталик был, и он. И я вот спросил Виталика, все живые еще. Я говорю, сейчас я этого кабана добуду одним ударом ножа. Те смотрят, нифига. Там Туманский еще такие испуганные сзади, есть фотка лезет такой сзади. Я ему такой тук ножом, он такой все. Охотника поймешь тогда, когда пройдешь с ним неоднократно, надежды полный путь туда и горемычный путь обратно. По пушнине мы ему ответили. Сказал, что я никогда не слышал, чтобы вы занимались охотой на пушнину. Но это, если он не слышал, это не значит, что я не охотник. Да, это точно, да. А я и сам все учусь. Я вот в Абу Лося учился сколько. Много пересмотрел роликов. И как ко мне приехал один человек, который ездит ну, по охотам и везде побывал, и сказал, Владимир Михайлович, никто ни хера не знает. Ты профессионал. Ну, это не буду себя хвалить, это человек так сказал. Я вот до сих пор хочу, там где-то неизвестное, вот я же рассказываю, там речки вот эти, я так знаю, куда зверь раньше уходил, я парнем был. А теперь я понимаю, куда уходил. Тогда у меня и карты не было. А сейчас-то GPS, и я смотрю на GPS, и анализирую местность, и я понимаю, почему туда зверь уходил, то, что это самое. Вот. И мне вот сейчас все охота туда слазить, это далеко, конечно, вот, но думаю, Ну, слазим, я думаю. слажу, посмотрю, то, что там есть такие вот трофейные лоси, там, ну, интересно мне там посмотреть это все. Там, ну, интересные места. Там тайга, настоящая тайга, никого нету. Чай будешь Да, сделать? ну. Ну, мы все светили, все. Ну, вроде да. Ну, все, всем удачи и ни пуха, ни пера.